Пищеварение – сам тонкий и уникальный процесс. Если у вас есть такие признаки, как отрыжка, вздутие, тяжесть после еды, от его неправильной работы часто начинаются проблемы и с гормональной системой, и с печенью. Это программа для мягкой очистки, для восстановления микрофлоры. Происходит улучшение пищеварения и усвоение пищи, активируется секреторная функция кишечника. Добрый день, мои дорогие зрители! В этом видео речь пройдет о программе «Здоровый кишечник». Но для начала разберемся, как осуществляется сам процесс пищеварения и что влияет на его качество. Вообще слизистая нашего кишечника – это пласт различных клеток. Вся поверхность слизистой устелена ворсинками и складками, и благодаря такой ворсиночной конструкции осуществляется процесс пристеночного пищеварения. Между ворсинками непосредственно находятся разные биологически активные вещества, вот здесь, вот в этих таких канавочках. И они осуществляют дальнейшее переваривание пищевого комочка, который мы пережевываем и закладываем. И наша основная задача – создать благоприятную среду в кишечнике. Если условия для бактерий неблагоприятны, начинаются разные проблемы, такие как дисбактериоз, дисбиоз из-за преобладания патогенных бактерий. Слизистой кишечника есть слизь. Тонкий и толстый кишечник синтезируют жидкость и слизь. И представьте, что за сутки внутри нас вырабатывается от 1,5 до 2 литров кишечного сока. Поэтому важно пить достаточное количество жидкости. И потому что организму нужно же производить, а для того, чтобы это делать, нужно из чего-то производить. Если в слизи есть вещества, которые сгущают, для полезных бактерий будет создаваться неблагоприятная среда. Например, белая мука содержит глютен. Он способствует сгущению слизи. Густая слизь, как цемент, будет замазывать вот это межворсиночное пространство. И бактерии, которые живут в этих канавках, домиков, не смогут нормально выполнять свои задачи и функции, такие как формирование витаминов, макро-микроэлементов, некоторых аминокислот, которые помогают в построении и формировании наших тканей и всех наших клеточек. Идем дальше. Никак нельзя оставить без внимания желчный. Этот маленький друг руководит многими процессами в нашем организме. От его неправильной работы часто начинаются проблемы и с гормональной системой, и с печенью. Желчь и желудочный сок работают вместе в синергии. От этого тандема зависит качество пищеварения. Желчь должна быть качественной и содержать жирные кислоты, а они будут влиять на регенерацию слизистой кишечника. В ней присутствуют клетки разного типа. И если желчь некачественная, слизистая кишечника не сможет восстанавливаться и обновляться правильно. Еще одна из задач – поддерживать нужную кислотную среду в желудке. Это очень важно. И ее pH не должен составлять выше где-то 1,5 до 3. Если повышается щелочность, все мышцы, мускулатура, сфинктеры, кольцевая мышца становятся слабыми и не выполняют свою функцию разграничения двух разных сред – желудка и кишечника. При хорошей кислотности желудка он находится в тонусе и выполняет все необходимые функции. Если в нем нет нормальной кислотности, тогда съеденное в полудоработанном, недоокисленном состоянии попадает в двенадцатиперстную кишку. И в ней не происходит нужного кислотного раздражения на клетки, которые вырабатывают вещество, стимулирующее желчный и отвечающее за его сокращение. От уровня pH в желудке зависит качественное выделение желчи. Сейчас у каждого 2-3 человека дискинезия желчевыводящих путей. Очень часто вы можете просто этого не замечать, и этот процесс может годами проходить, и вы можете с этим жить, просто проходить он может скрыто. Зачем я вам все это рассказываю? Чтобы вы понимали, насколько вообще пищеварение сам тонкий и уникальный процесс. И в программе «Здоровый кишечник» есть травы, нутриенты, которые в своем составе содержат все необходимые компоненты, чтобы в течение месяца создать все условия для нормализации пищеварения. И еще есть очень важные моменты, которые вам помогут после программы ежедневно поддерживать работу желудочно-кишечного тракта. О чем очень важно понимать и помнить вне программы. Первое. Нужно обязательно хорошо пережевывать пищу. Да-да, банально пережевывать пищу. Второе. Желудок не любит, когда вы ему ежедневно даете одно и то же блюдо, кормите одним и тем же. Чем разнообразнее пища, тем лучше будет микрофлора. Полезные бактерии обожают разнообразную еду. То есть таким образом контролируется уровень бактерий и не преобладают плохие. Важно состояние микрофлоры кишечника и баланс между полезной и патогенной флорой.
чтобы разные грибы, кандида, которые формируют густую слизь, не нарушали процесс пищеварения. Поэтому разнообразие очень важный фактор. И еще, чем лучше и качественнее будет происходить выработка соляной кислоты, тем лучше будут вырабатываться ферменты, желудочно-кишечные соки. Если у вас есть такие признаки, как отрыжка, вздутие, тяжесть после еды, если вас подташнивает от съеденного куска мяса или от масла, это говорит о том, что состояние слизистой неважное. Нужны вещества, которые улучшат состояние соляной кислоты в желудке. Рекомендуется выпить перед едой что-то кислое, например, вода с лимоном, смузи, кислые ягоды или воду с яблочным уксусом. Это поможет запустить пищеварение, и сигнал, идущий на слизистую двенадцатиперстной кишки, запустит процесс выброса желчи, что повлияет на поддержание щелочной среды в организме, так как желчь – одна из самых основных щелочных сред нашего организма. А определенные кислые продукты способствуют защелачиванию и поддержке щелочных сред организма. А именно щелочных сред больше, чем кислотных. Поэтому очень важно, чтобы соляная кислота была в норме. Еще, если вы будете пищу употреблять часто, это может провоцировать воспаление. Необходимо делать паузы в приеме пищи, так как когда пища переварилась, запускается регенерация кишечника. Отлично, если у вас в сутках есть 16 часов, когда вы даете время на восстановление вашей слизистой. Поэтому паузы в приеме пищи тоже очень важны. Переходим к самой программе «Здоровый кишечник». Это программа для мягкой очистки, для восстановления микрофлоры. Программа подойдет всем, кто понимает, что наше здоровье целиком и полностью зависит от состояния нашей же пищеварительной системы. Кстати, ниже под этим видео я разместила тест, в котором каждый из вас может узнать, в каком состоянии находится пищеварительная система и стоит ли беспокоиться. Данная программа необходима всем, у кого есть сбои в работе желудочно-кишечного тракта, проблемы с работой печени, проблемы с работой поджелудочной железы, проблемы с суставами, так как все яды и токсины попадают в суставы из желудочно-кишечного тракта. Всем мамочкам, которые готовятся к беременности. Сама программа длится месяц, и она не требует какого-то подготовительного этапа. И программа включает в себя 3 этапа, каждый этап длится 10 дней. Задача – наладить работу кишечника, укрепить иммунитет, нормализовать обмен веществ. Основа любого очищения – это вода. Во время программы пьем воду с коралмайном. Ранее я говорила, что нам нужно 1,5–2 литра только на выработку желудочно-кишечных соков. И щелочная вода – основа программ детокса. И внутри самого кишечника содержится много непереваренных остатков, которые нам нужно убирать, и вода отлично справляется с этой задачей. Во время программы нужно кушать продукты, способствующие качественному пищеварению и очищению, которые содержат в себе ферменты, клетчатку, фитонциды, желчегонные, патагонные, лимфостимулирующие вещества. В самой программе 67 активных компонентов, состоящий из 19 продуктов, которые дополняют друг друга очень синергично. Из них 14 групп витаминов, они в составе тех или иных нутриентов, но по составу своей дозировки они очень близки к суточным дозам. И есть такие витамины, как Е, А, D3, С, В6, В12, В9, В2, В1, В6, В3, В5. В программе также 26 растительных компонентов. В них уникальные природные составы, в том числе и черный орех, алоэ, спирулина, женьшень. Вообще женьшень содержит редкий микроэлемент, такой как германий, и он крайне важен для наших сосудов. Люцерна – это полноценный белок, большое количество минералов, асая, гранат, куркума. Вообще уникальная противовоспалительная индийская приправа. И она представлена в качестве заферана, который в составе программы. Это не просто куркума, а куркумин – вещество, работающее как антисептик. Дальше радиола, женьшень и спирулина – вообще это формула для стабилизации нашего иммунитета и нервной системы. Дальше. В программе 8 групп ферментов, которые отвечают за переваривание белков, клетчатки, углеводов, жиров. В составе есть протеаза, амилаза, лактаза, целлюлаза, мальтаза, липаза, папаин, бромелаид. И вот такой целый комплекс, практически все ферменты, которые нам необходимы. Дальше. 11 минералов. В 11 минералов входят такие минералы, как кальций, сера, магний, медь, селен, хром, калий, цирк, марганец, йод, молибден. Они тоже входят в состав комплексных продуктов, которые непосредственно входят в состав программы. И дальше. Лакто- и бифидобактерии, содержащие инулин и очень
качественный симбиотик Суперфлора, о нем я неоднократно рассказывала, который способствует нормализации микрофлоры кишечника. А ее у нас в кишечнике порядка 2 килограммов. То есть входят такие еще аминокислоты, как карнитин, таурин. То есть дальше входит омега-3, входит лецитин. Лецитин – это витамин группы В, это строительный материал для нейронов. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3,60. Вообще, если мы говорим об омеге, то из нее состоят все липидные мембраны наших нервных волокон. И в программе шаг 1 – это мягкое очищение с 1 по 10 день. 2 – нормализация работы кишечника с 11 по 20. И 3 – восстановление с 21 по 30 день. И первый этап бережно и безопасно освобождает организм от накопившихся продуктов жизнедеятельности, от токсинов, гельминтов, работает на очищение печени, желчного, почек. Туда входит черный орех, каскара, заферан, сера, коралловый кальций, таурин, карнитин, люцерна, лецитин, ферменты. То есть вся эта комбинация имеет отличное антипаразитарное воздействие. Ферменты подготавливают, каскара саграда поставляет и помогает очистке. Бурдок поддерживает и стимулирует печень и почки, выводит мочевую кислоту. Куркума оказывает противовоспалительное действие на печень и на желчные протоки. Лист черного ореха оказывает противопаразитарное воздействие. И вообще люцерна – это отличная клетчатка, а также кладезь витаминов, минералов. Лецитин помогает оттоку желчи и содержит в своем составе разные витамины группы В. Карнитин – вещество, которое дает организму энергию и очень хорошо поддерживает ее. Поэтому вот такой у нас первый этап. Второй этап – это постепенное восстановление. Питьевой режим остается тем же. Восстанавливается микрофлора. На этом этапе происходит улучшение пищеварения и усвоение пищи, активируется секреторная функция кишечника. И этот процесс проводится с помощью симбиотика Суперфлора. Нам нужны полезные бактерии, нам нужны ферменты, желчегонные средства, тонизирующие средства. И продукты, включенные в состав, помогают закрепиться бактериям и начать свою работу. В составе второго этапа коралл-артишок. Артишок обладает хорошим желчегонным и желчеобразующими свойствами. Ассимилятор – это очень хороший фермент. Лецитин, коралл-магний, аква-окс, заферан. После того, как мы сделали предподготовку, мягкую очистку от гельминтов и почистили печень, мы уже можем проходить спокойно к третьему этапу – это восстановление. И на вот этом вот третьем этапе восстановления пищеварительная функция нормализуется. Восстанавливается микрофлора, оптимизируется витаминно-минеральный баланс, нормализуются обменные процессы. Этому способствуют такие продукты, как Суперфлора, папайя, люцерна, таурин, омега-3,60, сера. Сера входит в состав ферментов, регенерирует соединительную ткань. Магний. Магний оказывает на этом этапе расслабляющее действие. Заферан тоже очень важен. Спирулина – уникальная водоросль, она вообще в себе содержит 17 полноценных аминокислот. Это растительная ткань, которая помогает по своему составу приближается к животной ткани. Можно сказать, что это матрица гемоглобина и клеток. После программы вы почувствуете, что все переваривается как следует, нет вздутий, нет газообразований, хорошо работают ваши выделительные системы, заведется качественный синтез ферментов, витаминов, белков. И это все существенно повлияет на работу всех органов, всех систем и, конечно, на иммунитет. И состояние вашего кишечника – это основа здоровья. Нормализуется работа нервной системы, потому что она напрямую связана с состоянием кишечника. Конечно, наша кожа – это тоже зеркало кишечника. Это у меня все. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео.